Почему важно уметь диагностировать подвеску? Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с загадочными звуками, доносящимися из-под машины. Стук, гул, скрип. Эти звуки могут стать настоящей головной болью. Представьте, вы едете по трассе, наслаждаетесь дорогой, и вдруг, бам, странный стук из подвески. Что это? Опасно ли? Можно ли доехать до дома или нужно срочно в сервис? Эти вопросы крутятся в голове, а кошелек уже начинает нервничать при мысли о счете за ремонт. Но что, если я скажу, что вы можете сами разобраться, что не так с вашей машиной? Да, это реально, и я покажу, как это сделать. Подвеска– это как скелет автомобиля. Она отвечает за комфорт, безопасность и управляемость. Если что-то в ней выходит из строя, это не только раздражает, но и может привести к серьезным проблемам на дороге. В этой статье я расскажу, как диагностировать основные узлы подвески своими руками, поделюсь личными наблюдениями и добавлю экономический анализ, чтобы вы понимали, стоит ли тратить деньги на сервис или лучше сделать все самостоятельно. Плюс, я включу данные из интернета, чтобы вы получили самую актуальную информацию. Готовы? Погнали! Почему стук в подвеске? Это важно? Стук в подвеске– это не просто раздражающий звук. Это сигнал, что что-то пошло не так. Игнорировать его– все равно, что игнорировать боль в теле. Иногда можно продолжать ездить, но в других случаях это может привести к поломке, которая оставит вас на обочине или, что хуже, создаст аварийную ситуацию. Например, изношенный ступичный подшипник может заклинить, а неисправные рулевые тяги могут ухудшить управление. Это не шутки. По данным автомобильных форумов и аналитики, около 30% всех поломок легковых автомобилей связаны с подвеской. Это огромная цифра. И самое интересное, многие из этих проблем можно выявить на ранней стадии, если знать, куда смотреть. Более того, самостоятельная диагностика может сэкономить вам тысячи рублей. В 2025 году средняя стоимость замены ступичного подшипника в автосервисе в России составляет около 5–10 тысяч рублей за одну сторону, а рулевых тяг– около 3–7 тысяч. Если вы научитесь диагностировать и, возможно, даже менять некоторые детали сами, это будет как найти деньги на дороге. Экономический аспект. Сколько стоит ремонт подвески? Прежде чем погрузиться в технические детали, давайте разберемся, почему диагностика своими руками– это не только круто, но и выгодно. По данным аналитических сайтов, таких как Авто.ру и Дром.ру, средняя стоимость ремонта подвески в России в 2025 году варьируется в зависимости от региона и марки автомобиля. Например, замена ступичного подшипника– 5000 нулевой рублей за сторону работа запчасть. Замена рулевых тяг или наконечников– 3000 нулевой рублей. Замена стоек амортизаторов– 8000 нулевой рублей за пару. Замена сайлентблоков– 2000 нулевой рублей за узел. Замена опорных подшипников– 4000 нулевой рублей. Замена стоек стабилизатора– 1500 рублей за пару. Замена шаровых опор– 2000 нулевой рублей. Если сложить все возможные поломки, ремонт передней подвески может легко вылиться в 20 тысяч нулевой рублей. А если у вас премиальный автомобиль, например, BMW или Mercedes, то счет может вырасти до 100 рублей и выше. Теперь представьте, что вы сами можете определить, что именно сломалось, и заменить только одну деталь, купив ее за 1000 нулевой рублей. Это как выиграть в лотерею. К тому же, автосервисы часто навязывают лишние услуги. Например, вам могут сказать, что нужно менять всю ступицу в сборе, хотя достаточно заменить подшипник. Или предложат поменять обе стойки стабилизатора, хотя изношена только одна. Зная, как диагностировать подвеску, вы сможете спорить с мастерами на равных и не переплачивать. Как диагностировать подвеску? Пошаговое руководство. Теперь перейдем к самому интересному, как самому разобраться, что стучит в подвеске. Я опишу проверку каждого узла, добавлю свои размышления и расскажу, какие ошибки допускают даже опытные механики. Если вы будете следовать этим шагам, то сможете сэкономить время, деньги и нервы. 1. Ступичные подшипники– гул, который нельзя игнорировать. Что это такое? Ступичный подшипник– это деталь, которая позволяет колесу вращаться плавно и без лишнего трения. Когда он изнашивается, появляется характерный гул, который многие описывают как звук самолета на взлете. Этот звук может быть едва заметным на начальной стадии, но со временем становится громче. Как проверить? Самая большая ошибка, которую допускают новички и даже некоторые механики, это подомкрачивание машины и раскручивание колеса руками. Вы думаете, что услышите шум? Забудьте, без нагрузки подшипник почти никогда не шумит, если только он не в критическом состоянии. Правильный способ– это диагностика на ходу. Найдите ровную дорогу с минимальным движением.
Прислушайтесь, если гул усиливается при повороте в одну сторону, значит, проблема на противоположной стороне, например, гул при повороте вправо указывает на левый подшипник. Почему это работает? При повороте нагрузка на подшипник увеличивается, и он начинает шуметь сильнее. Это связано с тем, что смазка внутри подшипника высыхает, и шарики начинают тереться по сухому. Со временем сепаратор, внутренняя часть подшипника разрушается, и шум становится невыносимым. Мой опыт. Однажды я ехал на своей старенькой «Ладе» и услышал гул. Сначала подумал, что это ветер или шины, но когда начал поворачивать руль, понял, что гул усиливается. Проверил по описанному методу, и точно, правый передний подшипник. Заменил сам за 2 часа и 2 рублей. В сервисе за это просили 8. Когда менять? Если гул только появился, можно проехать еще 1000 нулевой километр, но не затягивайте. Если подшипник начнет разрушаться, вы почувствуете вибрацию на руле или даже кузове. Это уже критическая стадия, и ездить так опасно. Экономический совет: ступичные подшипники для большинства автомобилей стоят 1000 нулевой рублей. Если вы умеете держать гаечный ключ, замена займет пару часов. В интернете полно видеоуроков, например, на YouTube, где показывают, как это сделать. Только не забудьте купить качественный подшипник, дешевые китайские аналоги могут загудеть через пару месяцев. 2. Рулевые наконечники и тяги. Стук, который бьет по рулю, что это такое? Рулевые наконечники и тяги – это часть рулевого управления, которая передает усилия от руля к колесам. Когда они изнашиваются, вы начинаете чувствовать удары в руль, особенно на неровной дороге. Как проверить? Здесь вам понадобится помощник, чтобы не бегать от руля к колесу. Попросите помощника сесть за руль и резко поворачивать его влево-вправо, небольшие движения, буквально на 5-10 градусов. Положите руку на колесо и попробуйте почувствовать удары или люфт. Если что-то есть, переходите к следующему шагу. Подомкратьте одну сторону машины, возьмитесь за рулевой наконечник или тягу и попросите помощника снова покачать руль. Если вы чувствуете стук или толчки, деталь изношена. Альтернативный метод: если у вас есть монтировка, поденьте ею рулевой наконечник и попробуйте покачать. Люфт или стук – верный признак износа. Мой совет: не игнорируйте эти симптомы. Изношенные рулевые тяги могут сделать управление непредсказуемым. Однажды я чуть не попал в аварию из-за того, что тяга выстрелила на повороте. Хорошо, что скорость была небольшой. Экономический аспект: замена рулевых наконечников в сервисе стоит 3000 нулевой рублей. Сама деталь – около 500 рублей. Если вы готовы повозиться, замена займет около часа на сторону. Главное, не забудьте после замены сделать развал схождения около 1500 рублей в сервисе. 3. Стойки амортизаторов. Когда машина качается, как лодка, что это такое? Стойки амортизаторов гасят колебания кузова, обеспечивая плавность хода. Если они изношены, машина начинает раскачиваться, особенно после проезда неровностей. Как проверить? Забудьте про раскачку машины руками, это миф, что так можно проверить стойки. Работоспособные амортизаторы гасят колебания за 1-2 цикла, но вручную вы этого не почувствуете, если только стойки не мертвые. Проверьте визуально, стойки должны быть сухими. Если видите потеки масла, это признак износа. Проедьте по неровной дороге и обратите внимание, как машина гасит колебания. Если кузов продолжает качаться после ямы, стойки пора менять. Стук в стойках часто путают с износом сайлентблоков. Об этом ниже. Мои размышления: стойки – это одна из самых дорогих деталей подвески, но их замена может кардинально улучшить комфорт. Я однажды поменял стойки на своем старом Volkswagen, и машина стала как новая. Правда, в сервисе за это просили 15 рублей, а я сделал все сам за 6. Экономический совет: хорошие стойки стоят 3000 нулевой рублей за штуку. Если менять самому, понадобится специальный съемник для пружин около 1 рублей. В сервисе замена пары стоек обойдется в 8000 нулевой рублей. Выбор за вами. 4. Сайлент-блоки. Невидимый враг, что это такое? Сайлент-блоки – это резинометаллические шарниры, которые гасят вибрации и соединяют элементы подвески. Когда они изнашиваются, появляются стуки, особенно на неровностях. Как проверить? Визуально износ сайлент-блоков заметить сложно, потому что трещины появляются внутри. Лучший способ – использовать монтировку. Подомкратьте машину и поденьте сайлент-блок монтировкой. Надавите, имитируя ход подвески, и посмотрите, есть ли трещины или люфт. Если сайлент-блок порван, вы услышите стук металла о металл. Сайлент-блоки – это как тихие убийцы. Они могут выглядеть нормально, но стучать так, что кажется, будто подвеска разваливается. Однажды я потратил полдня, чтобы найти источник стука, и оказалось, что это был сайлент-блок заднего рычага.
Замена обошлась в 1,5 рублей, а в сервисе просили 5. Сайлент-блоки стоят дешево, 300 рублей за штуку. Но замена может быть сложной, так как иногда нужно снимать рычаг. В сервисе за это берут 2000 нулевой рублей. Если у вас есть пресс или вы готовы повозиться, можно сэкономить. 5. Опорные подшипники, щелчки при повороте руля, что это такое? Опорные подшипники находятся в верхней части стоек передней подвески и позволяют колесам поворачиваться. Их износ проявляется в виде щелчков или закусывания руля. Как проверить? Откройте капот и положите руку на опорный подшипник. Попросите помощника поворачивать руль влево-вправо. Если чувствуете щелчки или закусывание, подшипник изношен. Ошибка механиков – многие проверяют опорные подшипники, вывесив колеса. Это бессмысленно, так как без нагрузки подшипник может не выдавать симптомов. Мои размышления, опорные подшипники – это мелочь, которая может сильно раздражать. Щелчки при повороте руля портят все удовольствия от вождения. К счастью, замена обычно простая и недорогая. Экономический совет – опорный подшипник стоит 500 рублей. Замена в сервисе – 2000 нулевой рублей. Если вы меняете стойки, заодно поменяйте и опорные подшипники, это сэкономит время и деньги. 6. Стойки стабилизатора. Самая частая причина стука, что это такое? Стойки стабилизатора соединяют стабилизатор поперечной устойчивости с подвеской. Они часто изнашиваются, особенно на плохих дорогах, и начинают стучать. Как проверить? Попросите помощника слегка раскачать машину с одной стороны. Возьмитесь за стойку стабилизатора и прислушайтесь. Если есть стук или люфт, деталь пора менять. Мой совет – стойки стабилизатора – это расходник. Не тратьте время на размышления, оригинал или аналог. Главное, чтобы деталь была качественной. Я обычно беру проверенные бренды, такие как Лимфордер или Торф. Экономический аспект – стойки стабилизатора стоят 500 рублей за штуку. Замена в сервисе – 1000 нулевой рублей за пару. Это одна из самых простых деталей для замены своими руками, понадобится только ключ и полчаса времени. 7. Шаровые опоры, люфт, который нельзя игнорировать, что это такое. Шаровые опоры соединяют рычаг подвески с поворотным кулаком. Их износ приводит к люфту и стукам. Как проверить? Подомкратьте колесо, чтобы снять нагрузку с шаровой опоры. Поденьте опору монтировкой и покачайте. Если есть люфт или стук, деталь изношена. Шаровые опоры – это критически важная деталь. Если они изношены, вы рискуете потерять управление. Я всегда проверяю их в первую очередь, если слышу стук. Экономический совет – шаровая опора стоит 500 рублей. Замена в сервисе – 1500 рублей. Если у вас есть домкрат и монтировка, замена займет 30-40 минут. Стань мастером своего автомобиля. Диагностика подвески – это не ракетостроение. С помощью простых инструментов, таких как домкрат, монтировка и ваши руки, вы можете найти источник стука и сэкономить кучу денег. Более того, это даст вам уверенность в своем автомобиле. Вы будете знать, что ваша машина в порядке и не попадете на развод в автосервисе. Мой личный опыт показывает, что 80% проблем с подвеской можно диагностировать самостоятельно. А если вы готовы взять в руки гаечный ключ, то и починить многое тоже реально. Главное, не бояться и пробовать. В интернете полно информации, видео и форумов, где автовладельцы делятся опытом. Например, на Drive2.ru есть тысячи историй о том, как люди сами ремонтируют свои машины и экономят десятки тысяч рублей. Друзья, если этот материал был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, с какими проблемами в подвеске вы сталкивались. Делитесь своими историями, задавайте вопросы, я постараюсь ответить каждому. Давайте вместе сделаем наши машины надежнее и сэкономим на ремонте.